Здравствуйте! Сегодня у нас урок рисования. Я покажу несложную технику, как можно рисовать кремом и с помощью кисточки. Раньше я вас уже знакомила с этой техникой, но это был однотонный рисунок, а сегодня покажу композицию из полевых цветов. Во время урока я расскажу также, почему выгодно делать торты на заказ с рисунками. Для рисования я буду использовать крем на плавленных сырках, ссылка есть в описании под видео. Этот крем идеально подходит для рисования, так как он не затвердевает на холодном торте. После нанесения рисунка через часов 10 этот крем полностью высыхает и даже можно трогать руками, рисунок не липнет к рукам. Для этого нам понадобится еще большой поднос. Здесь мы будем окрашивать крем. Ну и, конечно, кисточки могут быть разного размера. Так как у нас цветной рисунок, нам нужно много разных тонов. Для одного цвета нам достаточно пол чайной ложки крема. Эффект этого рисунка заключается в смешивании тонов. То есть, если мы используем холодные тона, то желательно иметь 3, 4, 5 оттенков. Голубой, синий, фиолетовый, темно-синий. Обязательно в нашей гамме должен быть белый, так как белый мы будем использовать в каждом цветке. Торт для такого декора желательно, чтобы был покрыт каким-нибудь стабильным кремом, либо ганашем, то есть поверхность должна быть твердая или плотная. Перед рисованием торт нужно охладить. Перед тем, как вы начнете рисовать, вы должны уже знать, какой будет у вас рисунок. Обязательно нужно обозначить центр на боку торта, так будет легче ориентироваться, вы сможете вырисовывать правильно цветы. Начинаю с нижней части, там у меня должны быть белые ромашки и зелень. Ромашки рисуются очень просто. Наносим точки по кругу, ставим просто капельки крема. Это можно делать с помощью кондитерского мешка, либо мастихина, либо просто кисточкой. И теперь берем, растягиваем этот пучок крема к центру короткими мазками. Обязательно держите возле себя чистое полотенце или салфетки для того, чтобы протирать кисточку. Я хочу рассказать, почему выгодно делать торты на заказ с рисунками. Вот этим количеством крема, который у меня на палитре, можно обрисовать минимум 5 тортов. Торты с красивыми рисунками стоят дорого, а затраты на такой декор минимальные. На этот торт уйдет где-то максимум 50 граммов крема. Себестоимость крема получается гривен 20, не больше. То есть декорирование торта нам обходится в $1, скажем грубо, да? Цена за этот торт идет за ваш талант. Поэтому естественно, что такие торты делать очень выгодно. Именно на тортах с рисунками можно хорошо заработать. Сначала рисуем лепестки, а потом заполняем центр. Теперь переходим к листве. Посмотрите, как я это делаю. Я не концентрируюсь на том, чтобы это выглядело точности как листочек. Вот здесь прямо идут просто такие короткие мазки. Что-то похоже на листву, но в основном это просто абстракция как бы. Сначала я рисую темным зеленым, а теперь обратите внимание, подмазываю желтым. У нас получается зелень разнотонная. Здесь желтоватый, здесь зеленый, а здесь салатовый. Ну, это создает свой эффект. Кто боится рисовать, уверяю вас, это не так сложно. Если переживаете, что не справитесь с заказом, берите крем, окрашивайте его и тренируйтесь на подносе. Рисуйте сначала самое простое и потом переходите к сложному. На подносе можно точно так же тренироваться, как на торте. Очень удобно и набивается рука. Как видите, пока только использую 3 цвета. Это зеленый, желтый, белый. Но картинка уже начинает вырисовываться. Вот это первая зона, о которой я говорила, с ромашками. Теперь в той же тональности нарисую соцветие. Сначала прохожусь белым, просто ставлю короткие мазки либо точки.
Здесь использую 3 тона: белый, яично-желтый и светло-желтый. Свой рисунок я знаю заранее, поэтому сразу добавляю еще голубое соцветие внизу, но намного меньше, чем желтое. И здесь еще немножко голубого, как дополнение. В голубом, обратите внимание, также использую 3 тона: синий, фиолетовый, белый. Идет смешивание тонов. Вот сейчас я заканчиваю первую часть своего рисунка, низ. Перехожу к верхней части. Сейчас рисую один из главных цветков. Главный цветок у нас в холодных тонах. Начинаю его рисовать синим. Этот цветок также начинаем рисовать из лепестков. Начинаем с конца лепестка и также протягиваем кисточкой крем к центру. Потом прохожусь еще темно-фиолетовым. Придаем более темные тени по некоторым лепесткам. Видите, как сразу цветок начинает меняться. Теперь использую самую тонкую кисточку и прорисовываю края лепестков, чтобы сделать легкие контуры, а также темно-фиолетовым цветом. У основания лепестков также делаю маленькую прорисовочку. После этого рисуем сердцевинку. Я использую белый цвет. Просто нужно нарисовать круг. Нужно не рисовать сердцевинку, а настучать, как будто иголочками тыкаем, также кисточкой. Теперь рисуем тычинки. Рисую самой тонкой кисточкой, но использую черный гелевый краситель. И вот сам центр у нас тоже черный получается. Основа цветка у нас готова. Теперь еще немножко зелени. Вот здесь еще попробуем нарисовать бутоны для голубого цветка. Также у нас будет использоваться 3 тона. Сначала идет синий, потом белый, получается голубой у нас, фиолетовым контуром. То есть, как видите, вот игра цветов очень оживляет такие рисунки. В принципе, здесь нет ничего сложного. Единственное, что нужно, это нужно не бояться и тренироваться рисовать. Лучше всего тренироваться на подносе, а потом уже переходить простые рисунки рисовать на торте. Сколько занимает такой рисунок? У меня уже, в принципе, рука немного набита, то я рисую быстро. Вот этот именно рисунок я могу нарисовать за 30-40 минут. Но он не очень большой, потому что если нужно обрисовать весь торт, то, конечно, это будет намного дольше. Несколько часов это точно. Таким образом можно рисовать очень разные тематические рисунки и делать классные торты. Чтобы цветочная композиция это выглядела более эффектно или более живой, можно делать дополнение цветами из мастики. Вот смотрите, несколько цветочков и уже рисунок выглядит по-другому, более живой. Если что-то пропустила, пишите вопросы в комментариях. Желаю всем творческих успехов. Надеюсь, что этот видеоурок будет для вас полезным. А я на этом говорю пока. До следующего выпуска.